Ваня, это что за шалман? Курятник, что? Это на нашем участке в то время, когда мы боремся за звание Дома высокой культуры и быта. Здесь такое. Ну, если ночью на него не смотреть, только ночью на него, точнее, смотреть, то все нормально. Может, это шпатлевочку, красочку текурила, закатать все в один цвет. И мелко шкурочкой. И мелкой шкурочкой. Здравствуйте, друзья! Вы на канале «За синим мостом». Сегодня у меня вторая серия ролика про курятник, про мой самодельный курятник. И опять обстоятельства вынуждают меня делать его урывками, потому что завтра мне опять в командировку. Предыдущий ролик я начал снимать ровно неделю назад во вторник, но удалось мне помастерить мой курятник только один день. Потом была командировка в Псков, потом были какие-то свои дела, мы переносили теплицу, делали теплые грядки. В общем, тут работы было. Еще плюс была работа по дому. Мы доделывали шкаф. Это вы можете увидеть на канале моей супруги Елены «Рукоделие и жизнь». Я думаю, она скоро выпустит ролик на эту тему. В общем, времени, чтобы продолжить переносной домик, куриный трактор, как его называют в интернете, не было. Но сегодня, надеюсь, я его доделаю. Почему надеюсь? Потому что времени совсем в обрез. Среда, четверг у меня командировка, пятница остается тоже свободный день на то, чтобы что-то поделать, возможно, какие-то доделки, но, как всегда, навалится куча других дел. А в субботу у нас здесь недалеко будет ярмарка и будут продавать кур, молодок. Ну, я надеюсь, прикупить несколько штучек и уже их заселить в домик. Ну, а чтобы их заселить в домик, естественно, он должен быть готов. В общем, продолжаем строить домик. Хочу напомнить тем, кто не смотрел первую серию про вот этот курятник, что каркас я делаю из бруса 40 на 50. Основание сделано из бруса 50 на 50. Значит, сегодня моя задача этот курятничек обшить листовым материалом, а именно ДСП. Предвижу, сейчас многие скажут: да ДСП у тебя распухнет после первого дождя. Поспешу возразить. У нас вот здесь вот на улице стояла часть мебели от той кухни, которую нам дали почти 2 года назад, в мае 2020 года, и которую мы успешно переделали и перекрасили. Ролик, кстати, у нас есть на канале, можете посмотреть про переделку кухни. Так вот, одна часть этой кухни, такая угловая тумба, которая нам не понадобилась, стояла здесь вот на улице под всеми дождями, ветрами и снегами 2 года. Ну вот я вам сейчас покажу, что с ней стало, точнее, что стало с панелями из ДСП. Да, они повспухали, но они повспухали только на кромках, и то 2 года все-таки это достаточно почтенный срок для ДСП на улице. А напомню, этот курятник у меня планируется как временное сооружение до, скажем так, первых холодов, до октября, наверное, месяца этого года. То есть меньше, чем на год я его планирую эксплуатировать. Ну, по крайней мере, я так думаю. Хотя, как вы знаете, временное часто переходит в категорию постоянного. Может быть, буду эксплуатировать его и дольше. Ну да ладно, в общем, пора за работу. Ну что, первый этап позади. Пол я застелил ДСП обрезками, то, что нашел у себя в хозяйстве. Многие мне сейчас будут возражать по поводу, что ДСП на пол, да оно, в отличие от стен, разбухнет сразу же, буквально там через 2 дня, но я скажу, что я найду кусочек линолеума какого-нибудь, ну или какого-то покрытия, и обязательно постелю на пол, чтобы он не так быстро прогнил и провалился. В общем, в какой-то момент монтажа листов ДСП я решил полегать. Как у меня конструкция вообще, подъемная или нет? Нифига она не подъемная. Если бы, конечно, я делал ее из вагонки, из тонкого бруса, она бы у меня, конечно, была бы как перышко. Сейчас она, по моим прикидкам, уже, наверное, килограмм 50 весит. Ну, или около того. Ну, в общем, одному ее перемещать
достаточно трудно. И причем это не все листы еще прикручены, не все ДСП у меня еще здесь. И вот я решил сделать такое приспособление, скажем так, для улучшения скольжения. Старый линолеум, полоску сделал. То есть буду брать курятник за один край, а вот эти приподнимать и тащить. А этот край, соответственно, будет волочиться по земле. Ну и для улучшения скольжения, скажем так, для его аэродинамических свойств, будем все по-серьезному говорить, приделал высокотехнологичную полоску линолеума. Делаю, как говорится, все из говна и палок, поэтому, собственно, а что вы хотели, как говорится, на что вы рассчитывали? Ну, не вы, зрители, а я, потребитель. Собственно, из чего сделал, то и получил. Причем это все еще не доделано. В общем, если вы думаете, что видели все, то нет. Строительный трэш он такой. Как я и говорил, лепим с всего, что есть, что было, как говорится. Поэтому задача максимально удешевить конструкцию, а в идеале на нее вообще ничего не потратить. Пока что на эту конструкцию я ничего не потратил, кроме саморезов. Ну да, саморезы я купил, там, ну, не знаю, 200 рублей, может, я на них потратил, и все. А вот это все, это у меня было, это где-то, как говорится, запасы старые запасы из хозяйства, либо найдено по помойкам. В общем, как вы поняли, ДСП у меня закончилось. Терпение у меня тоже закончилось, потому что я такой человек, что люблю, когда результат быстро. В общем, решил достать остатки. Всякое вот барахло вагонки, которая тут лежит уже, не знаю, года 3 точно. И использовать его в дело. В общем, что, осталось мне зашить, сделать крышу, сделать дверь и сделать вот там стенку, в которой потом я пропилю окошечко, которое буду на ночь закрывать и открывать, соответственно, с утра курам. Ну и обшить все это сеткой по кругу. Сетку рабицу я уже купил. Хотелось бы, конечно, где-нибудь достать кусочек поликарбоната, чтобы сделать полупрозрачную крышу, имеется в виду вот над навесом, над выгулом. Но, к сожалению, мне его достать, найти негде. Вот так вот. Вот такой строительный трэш. Ну чё у тебя тут? Получается все? Что не получается-то? Красиво! Обоями внутри а она вообще передвижная. Это конструкция. Должна передвигаться. Надо попробовать, кстати. Давай. Бурлаков надо звать. Нормально. Сейчас. Так. Ну попробуй чисто. Эх, дубинушка. Сигареты лопнули! О! Держи ты, блин. Ну перестарался чуть-чуть. И что это будет теперь в центре участка? Вот О, высокотехнологичные лыжи работают. Да, то ли лыжи не едут, то ли еще что. Короче, в четверг приеду с командировки. С грыжей. Коля поможет, перетащим. Не надо. Всё нормально. У меня истерика уже. Зато ветром не сдует. Я представляю, как ты поволокешь эту конструкцию через эти теплые грядки. На грядках рельсы надо укладывать. Ну, не могу я. Ваня, ты вообще герой. Строитель ты, кум-тыква.
4 кирпичей домик строишь. Строй дальше. Это программа реновации жилья. Убери свою камеру. Камеру убрал. И это еще нет дверки. Еще нет дверки. Надо какую-то ручку придумать. И главное, мне понравилась твоя фраза. Она должна ездить как-то по участку, видимо, сама. Ну, двигатель внутреннего сгорания еще присобачить. Колесную пару от локомотива. Ладно, все, вырубай. Ну, в общем, красиво, идеально. Это только, наверное, где-то в мечтах и у людей на Ютубе, которые умеют все это делать. Блин, ну я не знаю. На Ютубе, она запрещенной социальной сети. Да, и на Пинтересте, и еще где-нибудь. В общем, я не знаю, надо, да, ее передвинуть. Колька приедет потом в четверг или в пятницу, мы ее передвинем куда-нибудь на огород, и там я ее доделаю. Коля, не приезжай! В общем, штука оказалась нифига не подъемной. Я не знаю, сколько она весит, но мне, по крайней мере, одному никак это не сделать. В общем, вдвоем с ним перенесем. Сеня поможет еще втроем. Не смей ребенка портить. Лошадь бери. Вот, и будет передвижной, немножко передвижной курятник. Передвижной. Ну ладно, поржали и хватит. Че, не у всех все получается с первого раза. Жду тот момент, когда будет ритуальное сожжение вот этой конструкции. Мне не стыдно вообще за то, что я сделал. Из говна и палок. Точнее, еще не доделал, еще это все доделать надо. Вот. Доделаю, будет красиво. Где надо, клеим, приклеим, подклеим, шнурочек. Да, шнурочек. Обоями выровняем. Нет, ну тут, в принципе, осталось вот стенку с дверкой сделать. И вот здесь вот дверка. И крышу. Все. Заезжай и строй и живи. Пожалуй, что сюда ты и переедешь. Будка такая здоровая. Если ты для Макса строил будку, ее было не поднять, а она в 5 раз меньше. Ну так для Макса я будку построил, потому она зато теплая. И туда 2 Макса вместятся. И он не жаловался, между прочим. Он тебе хоть одно плохое слово сказал? Нет. Книга жалоб ему поставлена. Так, книга жалоб попал. Он зимой на улице часто охлаждался, потому что в будке тепло было. Он из будки вылезал теплый весь. В общем, смело пишите хейт в комменты. Как вам это все в кавычках понравилось? Я готов ко всему. Но разбирать я это не буду. Мы перенесем, и пусть оно как бы там стоит, там куры живут, оно есть не просит, а потом мы построим стационарный курятник, и они переберутся из В морозилку. временного в стационарный. Ладно, все, спасибо большое, что посмотрели. Всем пока.